Всем привет! Мы с вами находимся в Шанхай-арене, где проходит финальная часть турнира Dota 2 Asia Championship. И рядом со мной человек, который не нуждается в представлении. Вы все прекрасно знаете Данила Дэнди Шутина. Привет, Даня! Привет. Вот только что прогремела церемония открытия. Как тебе вообще, какие первые впечатления о финале? Очень интересно, захватывающе, холодно. Понятно. А вообще, что можешь сказать по сетке турнира? Вы довольны тем, что попали на Evil Geniuses? Они вроде бы как неплохо себя показали во время групповой части, проиграли немногим командам, но вы были одной из тех команд, которым они проиграли. Так все-таки. Да, мы очень довольны. Мы знали, что мы попадем или на ЕГЭ, или на ВГ, или на БГ. ЕГЭ и ВГ мы расценивали примерно одинаково, поэтому, попав на ЕГЭ, мы не расстраивались. Вот. Как вообще оцениваешь вашу игру во время группового этапа? Во время группового этапа, ну, так, средний, более-менее. На самом деле намного лучше, чем мы сами, наверное, от себя ожидали. Вот. Но более-менее. Хорошо. Что можешь сказать по выступлениям других команд? Хотела ли бы ты кого-то выделить? Ну, конечно, это, наверное, Team Secret, которые 15-0 отыграли и продолжают свой победный ран. Вот. Ну и довольно-таки для меня удивительно было, что ЕГЭ хорошо так выступают. Я не был уверен на их счет. Вот. Ну, все остальное для меня нормально. То есть все остальные команды, их результаты. Хорошо, а в другую сторону, имеется в виду о тех, которых не ожидал такого слабого выступления, там, Ньюби, например. Ньюби, да, от них, в принципе, не ожидал, хоть и говорили, что они не тренируются вообще после International, играют во всякие там РПГшки, Warcraft, еще что-то. Вот. Но не ожидал, что они так совсем уж жестко будут слабо. От МВП я тоже думал, что они чуть-чуть лучше выступят. Ну, так больше не знаю, про кого сказать. Хорошо, я думаю, что нашему комьюнити будет интересно, что ты думаешь о выступлениях команды Hellraisers. Ой, я был довольно-таки удивлен, вот, но они молодцы, вообще ребята собрались, классно, валят, и у них хорошие шансы продолжить этот победный ран. Надеюсь, что у них все получится. Хорошо, вот как вы готовились к этому турниру? Насколько я знаю, у вас до StarLadder совместных ланов таким составом не было. Вот был ли какой-то там буткемп между StarLadder и вот после того обидного поражения и до... После StarLadder у нас должен был быть буткемп в офисе, у нас там какие-то неполадки получились с интернетом, поэтому мы были в арене, вот, тренировались. 4 дня из 7 у нас получилось поиграть по разным причинам, примерно, плюс-минус, может 5, не помню, ну вроде 4. Вот. Ну и все, что мы успели натренировать за эти вот пару деньков, то мы сюда и привезли, и сразу же использовали в квалифайерах. Вот. А сейчас мы уже начинаем маневрировать, что-нибудь новое добавлять по ходу уже. Вот. Ну и использовать то, что получалось. Ну, всего буквально пару стратегий мы наработали. Ну, соответственно, и не ожидали, что, допустим, мы будем продолжать там побеждать другие команды. Хотя мы знали, что если пройдем квалифайер, то, скорее всего, в топ-12 мы попадем. Вот. Понятно. А разобрали вообще результаты выступления на StarLadder? Вот разобрались ли, что пошло не так, сделали какую-то там работу над ошибками? Да, конечно, посмотрели даже реплей, обсудили бурно. Ну, у нас в основном все связано на дисциплине и морали сейчас. То есть скилла предостаточно у моих тиммейтов. Соответственно, ну, то есть, чтобы побеждать, нужно развивать другие навыки. Всякие разные. Вот. Пока у нас очень большие проблемы с дисциплиной и моралью. Как были, как до Нового года, так и после Нового года, так и сейчас. Вот. И если у нас мораль будет очень хорошая, дисциплина будет держаться крепко, то у нас очень хорошие шансы на хорошие результаты. Дисциплина, мораль. А как вообще атмосфера в команде? Мне кажется, что вот довольно как бы благоприятно. Вот изменилось ли что-то в позитивную сторону с приходом Габлака? Атмосфера довольно-таки нормальная, хорошая, ну, типа, как и, наверное, во всех СНГ коллективах. Вот. Дружим, общаемся, ругаемся, все как в любом коллективе, да. Поэтому, ну, если все хорошо, то все замечательно. Если что-то плохо, то начинается сразу в таком стиле. Ясно. По поводу Габлака, вы уже все с ним играли в одних командах, по-моему, кроме Ванскора. Вы
вы даже играли с ним в первом составе Нави. Вот как было, каким образом было принято решение о его возвращении в Нави? Так, сейчас я припомню. Вот, с Артуром я вообще играл, наверное, 100 лет назад. С 2006, что ли, или с 2007 примерно года. Года 3 я с ним играл. Это, наверное, самый большой вообще срок, с кем-либо я играл до Нави. Вот. А как мы приняли решение? Мы искали человека, который сможет нас держать в кулаке. То есть у которого будут сильные лидерские качества, капитанские. Потому что друг друга мы не могли слушать. То есть Артема ФНГ мы тоже у нас не получалось слушать, и поэтому у нас были очень большие проблемы в игре. Опять же, все связано с дисциплиной. Вот, и мы надеялись, что Артур может нас сплочить. И вот пока вот результат, видишь, получается, что если все хорошо с моралью и дисциплиной, Артур очень четко, то есть давит на своем, делаем это, там кто-то, может это, нет, делаем это, и мы все давай, понеслась, вперед. Вот так играем. Понятно. Ну смотри, ну вот на International он с вами ездил в качестве тренера. И, наверное, после того, как ушли Куроки с Пупеем, многие подозревали, что Артур сразу же придет на место вот Пупея, скажем так. Почему все-таки не сразу он вернулся? Мы выбирали, я не помню там среди кого, и не хочу даже говорить. Вот. Но Артура мы рассматривали как кандидатуру и решили взять Артема, потому что он молодой, он очень хорошо играл. Ну, в нем увидели какой-то потенциал, решили попробовать. Вот. У Артура не самый простой характер так-то, поэтому вот этого, то есть кто-то боялся. Я, в принципе, был согласен и с Артуром играть легко, даже на то время. Вот. Поменялся у него характер, прости, что перебиваю, там, после того, как ты с ним играл, еще там Walker Gaming, и вот по сравнению с тем, вот тебе стало с ним играть проще, легче, наоборот, сложнее? Характер, может, и поменялся, он стал, конечно, повзрослел, более серьезный и так далее. Он стал намного более, то есть подходить к играм серьезно, к игровому процессу, к тренировкам. То есть он всегда готов играть, готов там ехать на любой буткемп и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но не знаю насчет того, что тяжелее или легче. Я уже не помню, как тогда было. Вот. Ну, скажем так, не просто, но мы пытаемся найти общий язык и так далее. Вот. Простите, что тебя перебила по поводу предыдущего вопроса. Давай вернемся к тому, что он был тренером у вас на Интернешнале, и насколько ты считаешь существенный был его вклад как тренера, и насколько вообще как бы к тренерам наши команды готовы, потому что как бы китайцы уже давным-давно играют там с тренерами, с психологами, там совсем. Насколько готовы наши команды, вот нашего пространства к такой роли? Я думаю, уже должны быть готовы, а если не готовы, то им не место, в принципе, в продоте, потому что все очень большими шагами нереальными развивается, и в доте это очень важно, если есть какой-то человек, которому вся команда доверяет полностью и готова его слушать, который видит, то есть все сверху, который следит за процессом игровым, и потом дает какие-то подсказки толковые, которые могут как-то повлиять потом, то есть на следующие игры. Вот. Насколько Артур повлиял на International, ну, сложно сказать. Все, что он говорил, было очень адекватно, толково, но вот такое чувство, что не всегда слушали его. Вот. Поэтому не знаю, насколько он повлиял. Может, он и не смог повлиять. А если бы, допустим, слушали, то получилось бы все намного круче. Этого никто не может знать, соответственно, вот. Насколько накладывается роль капитана и тренера вот в плане того, кого должна слушать команда? Да вот по поводу тренера это вот сложный очень топик, потому что тяжело найти шестого человека, который разбирается очень хорошо в доте, ну очень-очень-очень хорошо, и которого все будут слушать. Это вот самое сложное. Таких людей это надо просто брать какому-то игроку, заканчивать играть из топовой команды, и тогда он может стать там сразу же тренером, и его будут слушать, скорее всего. Если же такого человека нет, то не факт, что будут слушать. Вот, соответственно, это очень такой скользкий вопрос. Хорошо, давай перейдем с скользких вопросов к более, мне кажется, общим. Вот мы заговорили там о тренерах, о психологах, о менеджерах и прочее. Вот мы наблюдаем за тем, как дота становится все больше и больше похожей на профессиональный спорт. Вот каким ты все-таки видишь, да, вот развитие доты в будущем и там ее, возможно, пик, или она уже на пике, или ну вообще какое твое представление об этом? Я думаю, что
не факт, что Dota, но, скорее всего, Dota, потому что игра, я очень сомневаюсь, что упадет в популярности или потеряет в будущем, она будет продолжать расти. Все зависит, конечно, от изменений, патчей, баланса и так далее, но людям нравится игра и продолжает нравиться, и это, в принципе, ничего не меняется. Вот, поэтому, скорее всего, будет расти, продолжать развиваться. Насколько она станет там огромной, никому не известно, но я думаю, что, по крайней мере, киберспорт уже там где-то олимпийским видом спорта признан в Корее, по-моему, второго разряда или что-то такое. Вот. Это будет продолжать расти в этом направлении, и громадные стадионы будут занимать, проводить турниры там, и огромные призовые. То есть, вот, пожалуйста, пример тому DAG, призовой, который уже, в принципе, догоняет International 3 по размерам, по-моему. Вот. А это очень жестко. Если таких будет, допустим, 2 в год, а если 3, а если 4, ну, правда, не факт, что команды смогут все посещать, но тем не менее. Я думаю, это будет продолжать расти. Вот. Ясно. Ну смотри, ты один из таких вот старожилов в доте, да, вот вы даже с Хвостом играете вместе, наверное, за одну команду больше, чем все остальные игроки за любую из команд. У тебя нет... и ты еще, кстати, один из тех немногих игроков, которые вот настолько долго держатся на таком высоком уровне и на протяжении... То есть имеется в виду, что постоянно. У тебя не было какого-то чувства усталости, что ты хочешь отдохнуть от доты, как-то поменять деятельность, как-то там, не знаю, взять перерыв? Чувство усталости было миллион раз, и, в принципе, зачастую оно есть, особенно когда результаты неудовлетворительные. Но именно забросить доту или там переключить какой-то вид деятельности, нет, такого желания не было, было наоборот. То есть это меня мотивировало, то, что если что-то не получалось или получалось хуже, и сейчас мотивирует, я хочу, ну, то есть, чтобы получалось, и получалось лучше. Соответственно, трачу больше времени на работу над ошибками, над собой, самосовершенствование. Бом-бом. Ладно, а по поводу того, что ты играешь уже столько времени за команду Нави, не было ли какого-то, не знаю, там, желания, мысли о том, чтобы там, сменить команду, там, не знаю, в Китай приехать поиграть? В Китае было желание пару лет назад, до того момента, когда Европа, наверное, стала соревноваться с Китаем, потому что тогда в Китае уже была дота жестко развита на профессиональном уровне, а у нас это было так, тяп-ляп, то есть просто поиграть. Вот. А теперь, когда оно примерно выровнялось, то уезжать в Китай не обязательно для того, чтобы там, добиваться крутых результатов и так далее. Вот. Это по поводу Китая. Что ты еще там спрашиваешь? Я тоже скачу уже между вопросами по поводу того, что... Ладно, давай вернемся к тому, да, давай вернемся к тому, что вот игроки, многие профессиональные, вот тот же там Xiao8 и Burning, да, и NS даже уходили из доты, Лода тоже, на некоторое время. Ты думаешь, это как бы шло им в пользу, что они там чуть-чуть успевали как-то переосмыслить что-то? Или же наоборот, вот то, что не теряли какое-то время, это им было в минус, потому что они теряли какие-то кондиции? Конечно, то есть каждый игрок рассматривает это все по-разному. И какого-то стопроцентного мнения нету. На мой взгляд, любая потеря во времени, особенно если это длительные перерывы, она очень сказывается, потому что ты отстаешь по знаниям за теми, кто играет постоянно. Вот, то есть там перерыв в месяц, он очень сказывается на твоем скилле. Понятное дело, догнать можно, если очень жестко работать, не лениться, там сутками продолжать делать работу над ошибками, смотреть реплей и так далее, при этом следив этот месяц, то есть который ты не играл, следить за дотой все равно, тогда, в принципе, нормально. А так, да, это сказывается очень сильно. И вообще, я вот по себе замечаю, что если 2-3 дня не поиграю, я себя уже некомфортно чувствую в игре. То есть какие-то навыки там доходят до какого-то очень жесткого предела, автоматизация, то есть определенных действий, чтобы у тебя было больше свободных мыслей под именно какой-то логический процесс, то есть там решение каких-то задач в игре. Вот. А если ты не играешь, то у тебя эти навыки не на автоматизации, тебе о них надо тоже думать, и ты тратишь свои мысли на то, чтобы делать какие-то действия. Соответственно, ты меньше можешь подумать про игру, и ты играешь хуже. Все. Вот, как-то так. Я вспомнил твой предыдущий вопрос по поводу не хотел ли я сменить состав с Нави на какой-то еще. Я просто не вижу смысла. Зачем? Меня все устраивает в моей организации. Организация все для меня делает. Мне в ней хорошо, уютно, комфортно.
Вот. Но если вдруг, допустим, мне будет некомфортно или неуютно, или я себя буду в ней плохо чувствовать, тогда да, я не вижу каких-то причин оставаться. Вот. Хотя, ну, то есть и я буду держаться Нави как можно дольше стараться, потому что я осознаю, сколько для меня сделала эта организация, то есть вообще, насколько они меня в жизни там продвинули, подняли и так далее. Соответственно, я считаю, что и я им должен что-то. Ну, вот у меня все время такое чувство. Ну а так хочется, чтобы все получалось, и я пытаюсь все для этого делать, не все получается. Вот. Хорошо. А по поводу смены организации мы поговорили. По поводу смены позиции. Вот не хотелось ли тебе поиграть на какой-то другой роли, там, я не знаю, мейн-кэрри или оффлейнера? Ты знаешь, сейчас популярно, что игроки себя пробуют на разных там позициях. Насколько это хорошо, насколько это плохо? Какого-то особого желания у меня не было никогда, потому что мне казалось, что... Ну, то есть мне хотелось всегда занимать позицию, в которой я могу очень сильно повлиять на игру. Мне казалось всегда, что центральная линия — это как раз именно вот та позиция, с которой я могу построить как-то игру для своей команды, для себя, какую-то на дорогу победы, вот, на путь к победе. И до сих пор я остался такого мнения, что с центральной линии можно очень много создать в игре. Вот, поэтому не особо хочется менять. А так, мне, я думаю, не было бы каких-то больших сложностей пересесть на другую позицию. Я бы просто потратил там месяц-два на оттачивание всех стандартных действий и также бы себя чувствовал в игре, скорее всего. А скажи, как ты отвлекаешься от доты? Возможно, ты играешь в какие-то игры, которые там развивают полезные способности для доты. Или там, я не знаю, или может тебе хочется там отвлечься полностью, переключиться вообще на что-то другое. Вот, например, те же манчики. Почему вот манчики? Это как-то... Манчики? Ну, смотря к чему. Если вопрос именно про игры, то есть во что-то другое я играю, то вот сейчас я начал играть в ОСУ, показал мне ее Фоба. Вот, игра, которая развивает периферийное зрение, реакцию, точность клика и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты кликаешь там по шарикам под музыку. Я тебе ее показывал, да. Вот. Что же я спросила? Да, мне кажется, что почему бы не попробовать все способы для победы. То есть если это даст мне хоть 0,5% улучшения именно в игре, то почему бы не использовать это? Вот, у меня такая логика. Соответственно, я пытаюсь использовать все возможные там какие-то моменты и вне игры, чтобы улучшить себя в игре. Вот. Ну а по поводу Манчкина... Это полезно для доты? Для доты, я думаю, это не полезно. Но это очень клевое времяпровождение вот, с компанией друзей. Который может затягиваться на часы. Хорошо, а ты следишь за другими видами спорта? Вот я знаю, что ты фанат Seattle Seahawks. Вот как ты к этому пришел? И смотрел ли ты Супербол, кстати? Я не смотрел, времени... Буду сваливать это все на время. Я не знаю, где в интернете искать и как смотреть. Я смотрел вживую их матч, не помню, в 2013, что ли, по-моему, да. Вот, мне очень понравилось, и с того времени я их все, теперь лютый фанат Seahawks. Вот, ну и посмотрел, следил за какими-то результатами, смотрел всякие видюшки, но матчи я их не смотрю, потому что я просто не знаю где. Вот. Я хотела еще тебя спросить по поводу... Я знаю, что ты любишь стримить. Вот что ты думаешь по поводу Steam Broadcasting? Это станет какой-то конкуренцией Твичу? Все зависит от того, какая политика будет у Valve. Если они захотят создать конкуренцию, они легко ее смогут создать. Вот. А так, ну, пока меня во всех аспектах устраивает Twitch. Хотя я уже для друзей пару раз приватный стрим на Steam запускал. Давай теперь перейдем к твоим фанатам. Я знаю, что у тебя огромное количество фанатов, ты очень к ним стараешься быть дружелюбным и никому не отказываешь там в фотографиях, да, в автографах, я это видела. Вот насколько как бы для тебя это... Насколько это для тебя утомительно? Вот есть ли такое чувство, что иногда это просто переход границы личного пространства? Интересный вопрос. Вообще я люблю людей, мне всегда приятно пообщаться и всегда по кайфу. И когда есть кто-то, кто меня искренне поддерживает, мне еще приятнее пообщаться с этим человеком, потому что он мне передает свою позитивную там энергию и так далее. Но бывают моменты, конечно, то есть, например, турнир, где ты должен быть полностью сосредоточен на игре, на играх,
отдыхать, набираться там концентрации, энергии, чтобы потом полностью вливать это в игру. А любой контакт с людьми, он как бы энергию забирает. То есть хочешь ты этого или не хочешь, ты обмениваешься энергией там, и теряешь ее, соответственно. Вот. И когда их очень много, то периодически, там, допустим, некуда уйти, то ты там, через какое-то время ты как выжатый лимон уже получаешься. Ты устаешь физически и морально просто от общения с людьми. Это абсолютно нормально. Вот, когда очень много людей постоянно контактируют, постоянно к тебе идут, там, с тобой хотят поговорить, пообщаться. Вот. И это, соответственно, плохо сказывается на результат в игре. Тогда я, конечно, немножко расстраиваюсь в таких ситуациях. Вот, порой просто хочется отдохнуть, то есть где-то припрятаться, прилечь на диванчик или просто посидеть где-то, то есть уединенно, чтобы вот реально сконцентрироваться на всем вне. Вот. И порой этой возможности нету, и люди, понятное дело, не все это понимают. Кто-то обижается, когда им там отказываешь или еще что-нибудь. Когда у тебя просто там банально нет сил там, или времени. Да. Да, куда-то там бежать надо или еще что-то такое. Вот тебе прямо сейчас куда-то надо идти, там, у тебя с кем-то еще что-то там, встреча, неважно. Вот. Мне, конечно, обидно в такие моменты, но ничего поделать не могу. Надеюсь, что меня простят. Я думаю, определенно простят. Хорошо, как ты относишься к фидбэку от комьюнити? Вообще, насколько вы отслеживаете фидбэк от комьюнити? Потому что, одно дело, да, когда вы выигрываете, все вас любят, другое дело, когда что-то идет не так, как фанатам бы хотелось, как бы наши комьюнити не сильно там, да, жалеют в плане критики. Как вы это расцениваете, как вы с этим справляетесь, и насколько, ты думаешь, наше комьюнити отличается от западного, вот в таком своем подходе? Ой, мне даже сложно как-то сравнивать два комьюнити. Да все примерно одинаково. Вообще в основном, то есть, конечно, понятное дело, я прекрасно могу понять людей, которые там искренне болеют, там поддерживают, и мы проигрываем, они расстраиваются. Я тоже расстраиваюсь, и я этого вовсе не хочу, чтобы мы проигрывали, я что хочу выигрывать, но порой это неизбежно, то есть по каким-то своим причинам. Соответственно, порой, то есть ты вроде как даже и не виноват, то есть проиграли, да, ты виноват в игре, но не хочется расстраивать людей. Вот. Но они расстраиваются, пишут свои гневные комментарии, кто-то проигрывает вещи, кто-то ставит там вещи на всяких там сайтах, то есть, по сути, проигрывают деньги на ставках. Таких тоже полно. То есть я могу посоветовать не ставить вещи и деньги на нас, например, или в наши игры. Тогда вы не будете на нас злиться или расстраиваться, или обижаться. Вот. Мы стараемся. Не хочется, чтобы то есть люди расстраивались. Вот. Будем стараться еще сильнее. Да, поддерживайте Нави всегда. И во время, когда они хорошо играют, и время, когда чуть-чуть не так хорошо, как хотелось бы. Скажи еще по поводу того, что мы знаем, что у тебя замечательная семья. Они очень искренне за тебя болеют, поддерживают на том же TI. Насколько тебе вот важна их поддержка и насколько тебе их не хватает вот здесь? Они меня и так поддерживают, и на расстоянии, то есть я переписываюсь туда-сюда, смотрят игры тоже, поэтому, в принципе, комфортно. Вот. Я был бы рад их и здесь увидеть, и погулять, и еще что-то. То есть я очень люблю свою семью, да. Как раз у тебя есть возможность передать им привет, и я надеюсь, они смотрят. Нет, не смотрят. Не смотрят? Конечно. Но я им скажу, что посмотрели. Если ты берешь интервью, то без вариантов. Хорошо, может, хочешь еще кому-то приветы передать? Фанатам, спонсорам? А я хочу передать привет всем фанатам, кто нас поддерживает, не бросает нас в трудную минуту, не променивает нас на другие команды, а потом возвращается и на вещи, да. Держится с нами до конца. И я не обижаюсь на тех, кто нас променивает, от нас убегает, к другим командам. Каждый имеет право выбора, правильно? Но все равно я очень благодарен. Всем спасибо и нашим спонсорам. Ура, ура. И на лучше всех. Хорошо, спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно с тобой поговорить и приятно тоже. Желаем... Нет! Как эти глаза могут обманывать? Ты что? В общем, да, желаем вам хорошего выступления на этом ивенте, чтобы у вас все получилось, чтобы вы выигрывали и радовали всех своих родных, близких, фанатов и прочее разное. Да, что-то я долго уже говорю. Спасибо большое вам, что нас смотрели. Оставайтесь дальше. С нами будем стараться записывать еще какие-то интересные видео из этого турнира. Пока-пока.
Пока-пока.